Welcome to the Ecom Russian monthly videocast. It is June now, and as in many European countries, in Russia it is the beginning of summer. So the students are actually the happiest during this time because their exams are finished and it is the beginning of summer holidays. So we will talk about this in our season talk. In the culture talk, I would like to introduce the most famous and influential poet in Russia. His birthday is in June. Can you guess who that is? Well, let's begin. Давайте начнем. Июнь – это первый месяц лета, и обычно в это время больше всего радуются школьники, потому что у них закончились трудные экзамены и начинаются летние каникулы. Это также время для выпускных вечеров и церемонии окончания школ. После церемонии окончания школы обычно школьники так радуются, что они прыгают, например, в фонтаны или фотографируются в известных местах в их городе. Например, в Москве школьники часто фотографируются на Красной площади все вместе, всем классом. Для многих это немного печальное время, потому что они больше никогда не увидят своих друзей и одноклассников и, может быть, перейдут в другую школу или в университет. Но, конечно же, поскольку это начало летних каникул, все радуются и думают о том, как они их будут отмечать. Русские люди очень любят поэзию. Мы изучаем поэзию с самых первых классов школы и все время ее цитируем, очень часто на свадьбах или просто когда пьем с друзьями в ресторанах, на свиданиях и вообще в любых случаях. И я хотела бы сказать, что самый популярный и, может быть, самый любимый поэт в России – это Александр Сергеевич Пушкин. Он родился в июне, поэтому как раз сейчас в июне мы об нем поговорим. Вот его фотография. И поскольку все в июне отмечают день рождения Александра Сергеевича Пушкина, то в известных пушкинских местах собирается молодежь и цитирует его стихи или наоборот даже цитируют свои собственные стихи и устраивают такое что-то вроде соревнования стихов. Поэтому, если вы будете в России в июне, то обязательно как-нибудь зайдите на такое собрание во время дня рождения Пушкина и послушайте стихи русских новых поэтов. Я надеюсь, вам понравился наш июньский выпуск. Мы говорили о поэзии, и я думаю, что поэзия очень помогает в изучении иностранных языков, поэтому как-нибудь попробуйте почитать русскую поэзию. Может быть, это будет немного трудно для вас сначала, но поскольку это очень красиво, и вы можете таким образом понять русскую культуру, то я очень вам рекомендую это сделать. До следующего выпуска. Удачи вам. До свидания.